Привет, ребята! Поговорим про картриджи. В этом маленьком таком мини-уроке я расскажу вам, чем отличаются картриджи, заточки, иглы и так далее. Картриджи бывают для 3 разных зон. Да? Мы в перманентном макияже в основном используем картридж для бровей, для глаз и для губ. Чаще всего мастера, не задумываясь, используют один и тот же картридж на абсолютно все зоны и техники. Это не совсем правильно, потому что вы можете оптимизировать свою работу и делать процедуру быстрее, качественнее, с минимальным отеком, с минимальной травматизацией, просто используя специальные разные конфигурации для каждой зоны на лице. То есть у нас абсолютно разная кожа на всех зонах, разная техника внесения, и вы можете просто использовать разные конфигурации для того, чтобы облегчить свою работу. У нас есть картриджи для бровей, у нас есть картриджи для глаз, да, у нас есть глаза, брови, и у нас есть картриджи для губ. И они все чем-то отличаются. В нашей линейке я примерно разобрала все конфигурации по зонам, так, чтобы вы, не задумываясь, могли купить картриджи для губ и использовать их только для губ, потому что они специально заточены под губы. Чтобы вы не думали, а какую конфигурацию мне взять, а зачем мне нужно это, а зачем мне нужно то. То есть вы просто покупаете картридж для бровей, для теневой растушевки и работаете. Только разница лишь в диаметрах и все. То есть вы подбираете себе нужный диаметр иглы, и на этом все. Допустим, вы берете картридж глаза и работаете на глазах. Конечно же, вы можете использовать вот эти картриджи, например, для глаз, если хотите. Или вы можете использовать картриджи для глаз, для губ, которые находятся в коробочке брови. Это не запрещено. Но я специально, опять же, повторюсь, разобрала все зоны по разным видам игл. Я сейчас расскажу примерно, как это все выглядит и соотносится в нашей линейке. Вообще для работы в перманентном макияже мастера используют 3 вида заточки. Первый вид заточки – это острая заточка Long Taper. Эта заточка позволяет нам создавать более мелкие рассыпчатые пиксели, более такую воздушную, прозрачную теневую растушевку. Потому что, когда у нас заточка острая, мы колем самым-самым кончиком иглы, то есть он вносит пигмент в кожу и оставляет маленькую-маленькую точку, то есть маленький пиксель. Следующая заточка MT. Как она расшифровывается? Это Medium Taper. Medium – это значит средняя заточка, соответственно, она у нас чуть-чуть менее острая, чем Long. Этот тип заточки оставляет чуть более выраженный пиксель в коже. И третий вид заточки – это S-Shot, переводится как короткая заточка, некоторые называют ее еще пулевидной, и она оставляет в коже чуть более жирный пиксель. Я не очень люблю такой тип заточки, почти никогда его не использую в работе. Потому что я, в принципе, не очень люблю, когда слишком яркие выраженные пиксели остаются в коже. После заживления перманентный макияж должен выглядеть очень естественно, и, соответственно, нам не нужны какие-то пиксельные такие точечные брови, да, или губы, или глаза. Поэтому в основном мы будем использовать 2 вида заточки, это Long и Medium. Дальше, с заточками разобрались, 3 вида заточки. Помимо заточек есть еще разные диаметры. Разные диаметры тоже нам дают разные по размеру пиксели. Соответственно, если у нас диаметр 0,25, 0,25 диаметр дает, допустим, вот такой пиксель, да? Если у нас диаметр 0,30, то пиксель уже немножко увеличивается. Если у нас диаметр 0,35, пиксель увеличивается еще больше. Соответственно, краски в коже остается больше, соответственно, работа идет немножко быстрее. Но тут есть несколько другой момент. Многие мастера предпочитают для разных типов кожи использовать разные диаметры для более легкого прокола. Например, для плотной кожи, конечно же, легче взять более тонкую иглу, более тонкий диаметр, чтобы он легче прокалывал кожу. Соответственно, чем тоньше у нас игла, да, чем острее заточка, тем легче она прокалывает кожу и погружает пигмент в кожу. Поэтому вы можете выбирать диаметр под тип кожи, с которым работаете. Также я знаю, что многие мастера предпочитают просто какой-то вот один диаметр для работы, вот им комфортно с ним работать, и они с ним работают всегда. Можно, конечно же, пробовать разные. У нас есть 3 диаметра в бровях для теневой растушевки и для волосков. Это 0,25, 0,30, 0,35. Помимо разной заточки и разного диаметра, наши иглы отличаются степенью жесткости.
Что такое степень жесткости? Мало кто из мастеров перманентного макияжа задумывается вообще об этом обозначении. И многие мастера иногда не понимают, почему у нас на картриджах написано в скобочках H или в скобочках написано S. Это как раз-таки степень жесткости. Есть игла мягкая, есть игла нормальная, обычная, да, usually, к которой мы привыкли, и есть игла hard, более жесткая. Это очень классный параметр регулировки иглы именно для разных типов кожи, потому что у нас на каждой зоне разная кожа. На бровях это более толстая плотная кожа, на губах более тонкая кожа, которая легко отекает во время работы, на веках тоже кожа более тонкая, и у мастеров тоже гораздо чаще случается отек, а на бровях у нас никогда не бывает отека, потому что там кожа другого типа абсолютно и другой плотности. Так вот, для работы на разных зонах нам нужны иглы разной степени жесткости, чтобы нам было комфортно работать. Чем мягче степень жесткости иглы, тем меньше отек вы получите во время работы. Поэтому в наших картриджах мы используем разную степень регулировки жесткости иглы. Поэтому в картриджах брови, глаза и губы мы используем разную степень жесткости иглы, конкретно для каждой зоны, в которой вы работаете.